Доброе утро! Друзья, специалисты, работающие с зависимыми, дают им следующую рекомендацию. Сменить тактику. Другими словами, позволить близким людям стать ответственными за себя. Рискнуть пойти на доверие и отстраниться. Задача отстраниться очень пугает нас созависимых. А пугает она нас, потому что мы путаем здоровую привязанность, здоровую заботу о своих близких с чрезмерным вовлечением в проблему алкогольной зависимости. Важно подчеркнуть, что отстраниться не значит лишить близкого человека любви и заботы. Отстраниться означает отступить на некоторое расстояние от проблем, которые мы не можем разрешить, и сфокусироваться на себе, на своих проблемах. Мы настолько поглощены тем, чтобы управлять поведением другого человека, что совершенно не заботимся об удовлетворении своих жизненно важных потребностей. Если говорить таким простым определением, то созависимость – это такая концентрация внимания на жизни другого человека, такая сильная концентрация, которая препятствует выполнению собственных жизненно важных потребностей. Мы много делаем и сделали для того, чтобы решить проблемы зависимого члена семьи. Но, к сожалению, проблему зависимости порой все же не удается решить. Что тогда делать? Учиться жить, несмотря на эту проблему. Или жить вместе с проблемой. Во-первых, начать заботиться о себе. Решая проблемы алкозависимого члена семьи, мы накапливаем кучу своих. Отложите его интересы и займитесь своим здоровьем. Обследуйтесь, если это необходимо. Во-вторых, выберите удобное время и место и попробуйте перечислить все хорошее, что есть в вашей жизни в настоящее время. Составьте список и как можно чаще его перечитывайте. Можно повесить его на видное место. Это позволит переключаться на положительные стороны вашей жизни. Этот список, конечно же, будет меняться. Что-то вы будете убирать, что-то добавлять. Главное, старайтесь расширять его. В-третьих, составьте список того, что поднимает вам настроение. Начав составлять список, вы можете обнаружить, что на свете достаточно много вещей и занятий, способных подарить вам удовольствие. Старайтесь воплощать их в повседневной жизни. Ужасно вредно не ездить на балы, когда ты этого заслуживаешь. Работа со списком, во-первых, пробуждает приятные ощущения, вызывает положительные эмоции. Во-вторых, помогает обратить внимание на, казалось бы, незначительные вещи, которые при этом способны принести нам большую радость. Такое упражнение стоит повторять регулярно, потому что меняются наши вкусы, приобретается жизненный опыт и, соответственно, появляются новые удовольствия. Список радостей – это не просто перечень вещей, которые доставляют нам удовольствие. Это возможность понять, что выбор именно этих вещей может многое рассказать о нас самих. Чаще всего именно маленькие радости рождают огромное желание жить. Нам, созависимым, переключиться на себя, на свои потребности, желания очень сложно. Поэтому обязательно составьте список того, что поднимает вам настроение. И добавьте в этот список больше вещей, которые на данный момент вы реально можете себе позволить. Учитывайте свои возможности и систематически выделяйте на это время. Забота о себе – это не эгоизм, а взрослое отношение к своим потребностям. Переводя фокус внимания на себя, мы начинаем смотреть на проблему по-другому, что порой помогает нам найти реальное решение. Мотивировать зависимого к принятию им решения начать новую жизнь без алкоголя. А главное, помогает уберечь детей от продолжения семейной алкогольной традиции.